Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы поговорим о том, что каждому из нас нужно сделать, успеть до 21 декабря. Потому что, совершив эти простые практики, вы сможете изменить свою жизнь к лучшему, возможно, даже кардинально изменить. Как это сделать, почему мы так считаем, что именно до 21 декабря, далее в этом видео. Друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Вы знаете, у нас осталось совсем немножко времени, и это время волшебное. И, конечно же, верим мы это или нет. Но обращаем ваше внимание, что с 12 по 21 декабря 2021 года мы с вами вошли в дорогу великой перезагрузки. 12 декабря у нас были открыты небесные врата, а вот 21 декабря они закрываются. Почему именно в этот день закрываются? И, друзья, немножко далее более детально поговорим, но вы должны понимать, что до 21 декабря только вы принимаете решение, какой будет для вас дальнейшая жизнь. Конечно же, каждый из нас хочет улучшить свою жизнь и перейти на новый качественный уровень. Но чтобы этого сделать, нужно понимать, что для этого нужно сделать. Обращаю ваше внимание, что последний раз открытие врат большого коридора перезагрузки произошли 12 декабря 2012 года. И сейчас она подходит к логическому завершению, потому что пришла зеркальная эта дата. Действительно, числа развернулись. И ни 2012, ни 2021 года никогда больше не будет. Это больше не будет повторяться. И обращаю ваше внимание, что между ними прошло ровно 9 лет. А это говорит о полном нумерологическом завершении цикла. И именно переход в коридор произойдет 21 декабря. А эта дата связана с зимним солнцестоянием. Поэтому готовиться к этому событию нужно уже сейчас. Да, вы скажете о том, что осталось достаточно мало времени, но вам этого времени хватит для того, чтобы подготовиться и сделать определенные изменения в своей жизни. Мы должны понимать, что зимнее солнцестояние – это время, когда у нас самая длинная ночь в году. А это нам говорит о том, что все темные силы выбираются на поверхность. И люди это тоже чувствуют. Именно в ноябре и декабре, если вы обратите внимание, чаще всего все мы подвержены депрессиям. Люди хуже себя чувствуют физически, они проходят душевные испытания, появляются какие-то искушения, возвращаются незавершенные ситуации из прошлого. И, к сожалению, те, кто не знают законов Вселенной, в это время попадают вот на низкие вибрации. А значит, что это выливается? Это выливается в алкоголь, это выливается в наркотики, люди вступают в конфликты, в ссоры, кто-то ударяется в азартные игры, потому что люди сами не понимают, почему их тянет все это делать. Но вы должны понимать о том, что незнание законов Вселенной, природы не освобождает никого от ответственности. И своими действиями вы только усиливаете или увеличиваете имеющиеся у вас проблемы. Ну, а, конечно, тех, кто имеет хоть какое-то представление о законах Вселенной, а если вы смотрите это видео, значит, у вас возникают постоянно какие-то вопросы, вы задумываетесь о последствиях своих поступков, о своем будущем. Вы задаете себе вопросы, что вы сделали сегодня, что вы сделали вчера, и что вы сделаете то, чтобы завтра в вашей жизни было лучше. Конечно, есть те люди, кому знания дают силу. И такие люди ежедневно закладывают в будущее семена добра. Они несут свет людям, стараются сделать хорошо не только для себя и своих близких, но и для всех окружающих. Также такие люди живут в высоких вибрациях.
А сейчас, в самое ближайшее время, будут активироваться темные силы, потому что у нас идет самая длинная ночь в году. И еще у нас было с вами, как вы помните, было и лунное затмение, солнечное затмение. И это провоцировало людей, проверяло их, готовы ли они перейти в светлое будущее, готовы ли они построить свое будущее, именно хорошее, перейти на новый уровень, на котором сделать это будет достаточно легко и просто. Если мы говорим о физическом уровне, то мы это можем увидеть своими глазами, потому что это выглядит как страхи, как депрессия, как уныние, апатия, раздражение. И когда человек свободен от вот этих низменных своих вибраций, то в процессе решения жизненных задач он даже не замечает, как делает все быстро и эффективно, при этом не застревая в каких-то сомнениях и страхах. Да, и ситуация здесь не меняется, а именно меняется наше отношение к ней. А когда человек берет ответственность за свою жизнь на себя, то его перестают цеплять негатив и всевозможные нехорошие мелочи. Так что же нужно сделать, чтобы не поддаться этим темным силам и войти в коридор перезагрузки максимально эффективно и без потерь? И вы знаете, эти рекомендации, они довольно простые и под силу каждому человеку, но их важно выполнить до дня зимнего солнцестояния 21 декабря. Первое, что нужно сделать, это избавить свое жилье от хлама, провести генеральную уборку, выбросить все свои старые вещи. Если вы не носили одежду, например, в течение года, значит, она вам не нужна. Еще лучше, если вы какие-то хорошо сохранившиеся вещи отдадите нуждающимся, где их примут с благодарностью. И вот знаете, вот здесь этот эффект усилится многократно. Тем более в благотворительных организациях сейчас недостатка нет, а старое белье, верхняя одежда с удовольствием примут приюты для животных. Вы должны понимать, что любой старый хлам, он высасывает энергию, особенно если много на антресолях. И антресоли считается, что вот они ближе всего к небу, к свету, поэтому там всегда должно быть у вас чисто. Также очень важно, чтобы вы освободили подоконники. Через окна к вам льется божественная энергия, и она не должна проходить через какие-либо препятствия. И вы знаете, самое сложное в подготовке это очищение мысли, поэтому нужно до 21 декабря постараться не думать плохо ни о себе, ни о людях, ни о жизненных ситуациях. И каждый день находить то, за что бы вы благодарили Вселенную. В конце дня обязательно благодарите мир за все то хорошее, что он вам дал. Нужно и себя послушать, вспомнить, что вам действительно приносит удовольствие, радость, чтобы вы могли сами сделать бесплатно. Если вы займетесь, например, любимым делом, то знайте, что высшие силы сразу дадут вам все ресурсы для его реализации. И, друзья, мы рекомендуем одну практику, которую нужно обязательно хотя бы один раз провести до 21 декабря. Итак, вам нужно взять, зажечь свечу и написать на бумаге все негативное, что вас волнует в вашей жизни. Вот просто брать и писать. Это могут быть ваши страхи, это могут быть ваши плохие привычки, это могут быть и пережитые болезни и ситуации из прошлого, какие-то негативные, возможно, отношения и программы. Отпускаем все, что выходит. Писать нужно до тех пор, пока пишется. После того, как вы написали, бумагу поджигаем от свечи и обязательно соблюдаем правила безопасности. Пепел выбрасываем в окно. Также до 21 декабря постарайтесь очистить свой организм, свое жилье, свои мысли от всего ненужного. И далее обязательно до 21 декабря в любое время суток проделайте следующую практику. Вам понадобится 2 свечи. Эти свечи мы с вами зажигаем и ставим на пол.
И встать вот между этими двумя свечами, спиной к одной и, соответственно, лицом к другой. Обращаем ваше внимание, что та свеча, что будет за спиной, будет олицетворять ваше прошлое, перед лицом будущее. Итак, нужно повернуться сначала к прошлому, посмотреть на пламя свечи, вспомнить какие-то очень важные моменты, может быть, даже эмоции проявятся, захочется поплакать, плачьте. Благодарите за все, за то, что вам дает высшие силы, Вселенная. Далее поклонитесь свече и повернитесь к свече, которая олицетворяет ваше будущее. Надо на нее посмотреть, представить самое позитивное событие развития той или иной ситуации. А потом представить себе дверь и отворить ее, войти в новую жизнь. Свечу прошлое погасить и сохранить, а вот свечу будущее поставить на подоконник и оставить немного погореть. Помним о том, что соблюдаем правила пожарной безопасности. Эти две свечи нужно сохранить в течение года. И позаботьтесь о том, чтобы они были, например, разного цвета, чтобы вы их могли идентифицировать. Поэтому, когда у вас будут возникать далее в течение года какие-либо негативные ситуации из прошлого, вы зажигаете свечу прошлого и говорите все то этой свече, что у вас на душе. То же самое можно делать со свечой на будущее, если возникли у вас какие-то, например, препятствия в вашей жизни.